Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 марта, вторник. Неожиданная новость с утра. Госсекретарь Блинкен объявил, что сегодня Виктория Нуланд, третий человек в Госдепартаменте, который отвечает за политику в отношении бывшего Советского Союза и, в частности, прежде всего, России и Украины, а, сообщила о том, что она уходит в отставку. Ну, Блинкен поблагодарил ее с сожалением. Это, конечно, эпоха. Уходит эпоха, хотя в значительной степени тот миф, который вокруг нее царил многие годы с тех пор, как она занялась бывшим Советским Союзом, он как-то так не совсем и не точно, скажем так. В ее биографии были, безусловно, любопытные эпизоды. В первой половине 80-х годов, вернее, скорее, в середине 80-х годов прошлого века, она изучала русский язык в Советском Союзе. Ну, в частности, она делилась воспоминаниями, что она работала какое-то время на российском рыболовецком траулере. Этот траулер входил в программу совместного предприятия американо-советского, когда российские траулеры ловили рыбу и вывозили на большой крупный там сейнер. Там же американские траулеры участвовали. Короче говоря, она была вот на этом крупном сейнере, которым была радиорубка, где она работала и поддерживала связь с американскими партнерами этого совместного предприятия. Ну и я думаю, это не единственный ее опыт был общения с Советским Союзом, и в частности в плане изучения языка, потому что в то время вот она как-то обошла этот эпизод в своем интервью Deutsche Welle. В то время в Москве существовал такое учебное заведение, Институт русского языка имени Пушкина. Не знаю, есть он до сих пор там или нет, но такой был крупный центр, я бы сказал, международный, где изучали русский язык западные студенты, которые или учились в колледже, или только что закончили колледж. Ну и там присутствовала значительная группа американцев. И так, чтобы вот быть американцем, проходить стажировку или учебу в этом институте имени Пушкина и не попасть в поле зрения внешней разведки КГБ, это было невозможно. Там был специальный отдел создан, в который ходил помощник президента или проректора, или ректора этого заведения. Затем там было не менее 5 преподавателей, 2 из них женщины. Короче говоря, все американцы, особенно те, кто проявлял, ну, огромный интерес к русскому языку, так, выше среднего сказать, к русской советской культуре там и так далее. Все они были там, в поле зрения этой группы. Ну и, видимо, вот эта стажировка наложила отпечаток на Викторию Нуланд. То есть то ли был там вербовочный подход, то ли ее опыт работы на этом российском рыболовном траулере настолько был отвратный, рвотного, так сказать, вызывающий рвотный инстинкт, что с тех пор она возненавидела Рашу, на чем свет стоит. Но это не всегда, так сказать, вот в Москве царило заблуждение по поводу того, что она, ну, просто ненавидит Россию и лелеет коварные замыслы, как бы подорвать ее влияние на территории бывшего Советского Союза. В частности, ее считали чуть ли не архитектором этих всех Майданов, что не соответствует действительности. Но я вот разговаривал с многими представителями того Майдана, в результате которого был изгнан Янукович. Люди умные, то есть не просто там человеческая масса, которая там присутствовала, так сказать, идеологи были этого Майдана или его движущая сила. И вот они говорили, что Майдан-то возник стихийно. Ну и через день, через 2 стало непонятно, куда ж там плыть. Надо где-то союзников искать, надо чего-то конкретного добиваться, а не просто противостояние. И вот ждали, приедут американцы. Их ждали, вот они приедут, и они объяснят, как они все это видят, и, возможно, завяжется сотрудничество. Ну вот приехала Виктория Нуланд. И люди были на Майдане чрезвычайно расстроены, потому что ничего она не привезла, никаких
гениальных мыслей, никаких гениальных идей, и вместо этого появилась вот эта демарш этот идиотский совершенно с печеньками. И вот это и было. Вот это было проявление американской позиции по тому, что происходило в Украине. То есть это было для них неожиданно, они это не планировали, они ни черта не знали, что делать. Ну и вот все закончилось вот этими печеньками. Ну и потом, как вы знаете, телефонный разговор Виктории Нуланд с тогдашним послом, где они обсуждали, кто займет руководящие должности в новой Украине. Вот оно, собственно говоря, и все. Тем не менее, жаль Виктории Нуланд. Я не думаю, ну, по крайней мере, пока нет никаких свидетельств, что она сделала это по каким-то там серьезным политическим соображениям, в связи с несогласием с чем-то там и так далее. Временно, временно это означает как минимум на год. Ее будет замещать, то есть временно исполнять ее обязанности, это помощник госсекретаря или заместитель госсекретаря по политическим вопросам, будет замещать бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане. Он там работал вот последние годы до того, как американцы оттуда эвакуировались. Это хороший выбор, потому что этот посол, он знает, что значит работать со страной и пытаться развить в ней, то есть создать там армию, создать новое государство, и при этом иметь дело с совершенно коррумпированной правящей верхушкой страны, в которой ты работаешь. Я думаю, вот именно этим и был обусловлен выбор этого дипломата на эту должность. То есть ему знание по Афганистану очень пригодится. Главное, что это опыт работы с руководителями государства, в котором все воруется этими же людьми прежде всего. Ну, теперь перейдем к текущим событиям. Это очень напряженная, насыщенная, я бы сказал, неделя будет в Вашингтоне. Сегодня Super Tuesday, то есть супер вторник, где проходят праймерис сразу в нескольких штатах. И сегодня, скорее всего, определится, кто будет представлять республиканскую партию на предстоящих президентских выборах. Ну, скорее всего, мало у кого вызывает сомнение, что от республиканца будет Трамп, но разговоры трампистов о том, что избрание его обеспечено, оно ничем не подкреплено. До сих пор его выступление свидетельствует о том, что против него, ну, где-то так устойчиво 30% республиканской партии, которые сейчас идут на выборы, то есть на праймерис, они не будут, не согласны за него голосовать, если он выйдет в финал. На днях, на днях это было вчера, Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, как это говорится, в пользу Трампа. Но это не в пользу Трампа, то есть это было принципиальное соглашение, согласно которому ему разрешено баллотироваться во всех штатах Соединенных США. То есть не только в праймерис, но и на выборах. Это решение было принято в ответ на демарш властей штата Колорадо и ряда других штатов, которые запретили ему участвовать в праймерис на основании статьи 14 части 3 Конституции, которая говорит, что человек, который клялся на Библии, вступая в какую-то официальную должность в США, а потом участвовал в мятеже против государства, он не может занимать больше официальных должностей. Но вот штат Колорадо, Верховный суд и в ряде других штатов соответствующие инстанции, ему запретили ему участвовать в праймерис. Суд сказал, что это неправомерно. Ну, я где-то разделяю позицию суда, так, если взять ее в узком смысле слова, потому что там еще было более широкое толкование вопроса. Так вот, в узком смысле слова, конечно, нельзя давать отдельным штатам право на свое усмотрение кого-то там снимать с пробега, с голосования, потому что 50 штатов, одному штату один человек не понравится, другому другой. То есть это будет сплошной бардак, хаос. Но вот Верховный суд избежал этого. Правда, на повестке дня стоят более важные для суда и для Трампа вопросы о том, имел ли он иммунитет, когда совершал преступления, которые ему вменяют сейчас, и за которые он должен предстать перед судом. Но самое главное, то есть решение
ожидаемо. То есть у суда тут нет большого пространства для маневра, для того, чтобы оправдать Трампа. Там все дело в том, чисто по времени, не затянет ли Верховный суд вынесение своего решения до таких пределов, когда сам суд и приговор Трампу до выборов просто не сможет состояться. Но это будет плохо, потому что американцы, когда они в ноябре пойдут голосовать за того или за другого, должны точно знать, вот этот человек, имеется в виду Трамп, он действительно совершил те преступления, которые ему вменяют, или он чист, как слеза ребенка, и тогда можно его избирать. Вот если все в руках Верховного суда, в котором из 9 человек 6 консерваторов, и 3 из них назначены именно Трампом. Ну и там имеет место быть коррупция. Не, скажем так, не по одному эпизоду, но один эпизод просто вопиющий. Там вот судья Томас, Кларенс Томас, это афроамериканец, жена у него белая, но это я говорю не потому, что белая там по каким-то там особым соображениям, а потому что она трампистка, причем ярая трампистка среди, ну, в общем, людей, у которых смешанные браки, это редкое такое явление. Вот. И она активно участвовала в том, чтобы замять скандал вокруг 6-го мятежа, который был поднят в Вашингтоне, закончился штурмом на Капитолийском холме. И она принимала активное участие в том, чтобы это все дело как-то так свернуть и положить под сукно. И многие в Соединенных Штатах аналитики говорили, что в сложившихся ситуациях судья Томас должен был взять самоотвод. Он это не сделал. Ну, там еще нашли, в общем-то, для бывшего Советского Союза вроде так не особо страшные или компрометирующие обстоятельства, как использование служебного самолета в личных целях, а для Соединенных Штатов это почти криминал. Короче говоря, будем наблюдать за дальнейшими движениями Верховного суда. Следующее важнейшее событие – это, значит, во вторник с посланием в стране о состоянии Союза или положении в стране должен выступить президент Байден, а в пятницу будет важнейший для Украины вопрос в Конгрессе США. Вот по этому поводу я хочу с вами и поговорить. Речь идет о том, что будет поставлен на голосование вопрос, наконец-то, о помощи Украине. То ли в размере 95 миллиардов, то ли, если его урезать, так как предлагают некоторые республиканцы, это будет 95 минус, то есть это будет помощь Украине, минус около 9 миллиардов гуманитарная помощь, чисто военная помощь, которая составит где-то 48 миллиардов. Какой расклад сил? В общем, прежде всего, вы должны понимать, что никаких договоренностей железных, закулисных просто нет. Никто не знает, что произойдет в пятницу. Есть некоторые намеки, но они очень тонкие, которые приходится читать не сколько, вернее, интерпретировать не столько потому, что люди говорят, соответствующие под людьми, я имею в виду, имеющие к этому отношение, сколько то, что они не говорят. А если говорят, то очень двусмысленно. Ну вот смотрите. Значит, что касается сторонников Украины. Вот что они говорят о спикере Джонсоне в связи с вот предстоящим голосованием. Майк Маккол, сторонник Украины, председатель могущественного комитета по иностранным делам Палаты представителей. После встречи с ним по вопросу о голосовании по этому пакету, я имею в виду с ним, с Джонсоном, Маккол сказал, он был очень взвешенным. То есть он не сказал, что никаких голосований по Украине. Фицпатрик, тоже сторонник Украины, который выносит компромиссный пакет на голосование, вот там, где не будет гуманитарной помощи. После встречи с Джонсоном сказал, лидерство, то есть он более благосклонно относится к вопросу помощи Украине, чем вы думаете. Критики Украины, вот это бесноватая Тейлор Грин, глупо вносить законопроект на рассмотрение. Есть там еще Гуд, это руководитель вот этого
кокуса или фракции МАГА, он заявил просто и непосредственно: его, то есть этот законопроект, этот вопрос, не стоит, не следует вносить на голосование. А вот что сказал Чип Рой, есть такой бесноватый, один из самых ярых там трампистов из Техаса. Джонсону не стоит одобрять двупартийный план, которым не будет, которым будет только военная помощь. Я не думаю, что он, то есть спикер Джонсон, поставит этот вопрос на голосование. Но я знаю, что есть очевидный интерес к тому, чтобы попытаться продвинуться вперед по некоторым из этих вопросов. Самый главный из этих вопросов – это Украина. Я буду откровенен. Военные ястребы или ястребы войны обычно добиваются всего. Так уж устроен, добиваются своего. Так уж устроен этот город. И вот эти два последних предложения я считаю ключевыми для понимания ситуации. То есть обычно, когда они уверены в своем деструктивном успехе, вот эти крикуны, они однозначно орут: враг не пройдет, но пасаран, мы завалим это все. А вот так, как они говорят, особенно то, что сказал Чип Рой, то есть ястребы, военные ястребы – это мы, господа. Это все друзья Украины, которые очень хотят, чтобы был утвержден пакет помощи Украине. Так вот, в извращенном языке трампистов мы все ястребы, они голуби. То есть, как бы они ни критиковали Обаму, но они пытаются украсть у него лавры голубя мира. Что из этого всего получается? И вот что говорят инсайдеры. Майк Джонсон так и не получил от Трампа ясно выраженного вперед, то есть зеленого света нет на то, чтобы поставить вопрос официально на голосование. И Майк Джонсон, на которого теперь вот на него все показывают пальцем, причем не только в Соединенных Штатах, а и в Европе, он теперь ужом на сковородке вертится, и, видимо, где-то там в узких кругах достигнуто понимание, что этот вопрос будет поставлен на голосование, но без участия спикера, что само по себе, ну, для него это удар, потому что, ну, спикер, третий человек государства, он отвечает за все, что происходит в Палате представителей. Когда он устраняется или его устраняет, это позор. То есть для Майка Джонсона это будет позор, если вопрос без него будет поставлен на голосование, вернее, вопреки ему. Но, видимо, так вот такая сложилась судьба, взвесив все и против, он рискует здесь своей собственной должностью. Вот к чему все дело, видимо, склоняется. Есть несколько вариантов. Вариант первый. Вот это согласительный законопроект, как его считают, Брайана Фицпатрика. Кстати, он должен был приезжать в Украину где-то после Мюнхенской встречи, для того, чтобы он на Мюнхенской встрече анонсировал, не раскрывая детали этого плана, а потом должен был поехать в Киев, и вот теперь он, значит, свой окончательный вариант этого текста в пятницу. Вот что произойдет в пятницу. Они поставят вопрос о голосовании по пакету помощи Украине без гуманитарной помощи, значит, Украине там 48, ну, там заберут гуманитарную помощь и в той части, которая относится к Израилю, к сектору Газа. Там, по-моему, даже около 10 миллиардов больше, чем Украине. Под этим делом должно быть собрано порядка, ну, во всяком случае, не меньше 280 голосов. 213 есть у демократов всего, но некоторые могут дезертировать из рядов демократов. Почему? Потому что там есть помощь Израиля, а крайне левые демократы, прогрессисты, они не хотят в этом деле участвовать. То есть они выступают против помощи Израиля, там из-за того, что происходит в секторе Газа. Их немного. Есть надежда, что их удастся уговорить, но это не стопроцентная гарантия. Но, тем не менее, гарантированно считается, что есть минимум 5 республиканцев, которые готовы подписаться под петицией об обхождении полномочий спикера Джонсона. Если как минимум 218 человек
демократов плюс республиканцев подписывается под этой резолюцией, то она ставится на голосование без всякого спикера Джонсона. Ну, а потом посмотрим, как оно будет. И вот эта петиция, как ожидается, будет опубликована в пятницу. Ну, туда включили, как я сказал, вопрос о границах. И считается, что этот вопрос, его включение, привлечет какое-то количество дополнительно республиканцев к этому делу. Но скептики говорят, что демократы, вот после того, как республиканцы провалили тот совместный законопроект, который обсуждали в Сенате, который включался, его тормозили, там все переговоры, вы помните, шли по поводу границы, они его провалили, то теперь они не хотят совсем с этим делом связываться. Вы провалили, ну вот теперь разбирайтесь, как хотят. Но, с другой стороны, Фицпатрик, его ближайшие сторонники говорят, что, послушайте, говорят они демократам, вам же тоже будет лучше, если будет там вопрос о границах, потому что он снимет обвинения в адрес Байдена, что его администрация ничего не делала для охраны границ, то есть ему будет фактически лучше. Короче говоря, как вы видите, вот так вот, как пинг-понг. И что в конце получится? Есть надежда, есть надежда. Второй вариант. Это та же самая петиция, вернее, другая петиция, но на ту же тему о голосовании по этому вопросу, минуя спикера Джонсона. Тоже петиция об обходе спикера, о игнорировании его полномочий. Тоже необходимо 218 голосов. Но здесь ставится вопрос, вот, который в Сенате приняли законопроект. Вот таким он и ставится на повестку дня здесь. И голосуйте. То есть то ли да, то ли нет. Ну и вот инсайдеры считают, что это может быть самый многообещающий вариант. Ну, поскольку уже в Сенате его поддержали, и считается, что в Палате представителей найдется достаточное количество сторонников. Значит, 5 республиканцев уже есть. Теперь надо посмотреть, будут ли дезертиры со стороны демократов. Если будут, надо добрать еще какое-то количество республиканцев. Ну, казалось бы, что такое набрать 5 республиканцев. Но сейчас отношения между республиканцами и демократами – это отношения практически враждебные. И присоединиться, так сказать, к демократам, республиканцу – это все равно, что измена родине. Дезертирство – это может убить карьеру. Но, тем не менее, вопрос очень важен, и люди готовы рисковать. Кстати, вот во втором варианте там нету ничего про эмиграцию. Поэтому вот говорят республиканцы, те, которые бы поддержали его, говорят, это плохо, что нету. В первом варианте они говорят, что плохо, что есть. Одни конгрессмены в этом говорят, плохо, что нету. Вот черт ногу сломает. Ну и, наконец, есть третий вариант, это тоже я вам говорил, возвращение к предыдущему вопросу. Это когда закончилось обсуждение какого-то вопроса, надо переходить к следующему, за это нужно процедурное голосование, и в это время большинство, опять-таки 218 человек, говорят, а мы против того, чтобы переходить к прениям по новому вопросу. Мы хотим вернуться к предыдущему. И вот если принимается такая резолюция, тогда они могут рассматривать не обязательно тот конкретный вопрос предыдущий, который они рассматривали, а могут фактически любой. Последний раз, тут, как сообщают инсайдеры с известной долей юмора, это дело вот прокатил такой процедурный ход в 1988 году, когда решался острый внутриполитический вопрос о порнографии по телефону. Анекдотический случай, но это так. С тех пор, то есть с 1988 года, такой ход никто не делал. Если произойдет, то значит, это будет новость. Ну и как видите, ситуация достаточно, ну я бы сказал, не то что там угрожающая, но нервозная. В целом, вот из того, что буквально отрывками попадает, так сказать, из-за закрытых дверей, где ведутся переговоры, что можно
учуять, я бы использовал именно такое слово, другого трудно найти, так это то, что все-таки шансов на то, что будет утвержден или будет принят в той или иной форме закон о помощи Украине, наверное, значит, шансов больше на то, что это произойдет. Тем не менее, переходим сейчас к следующему вопросу. Последние недели Соединенные Штаты, прежде всего в лице министра финансов Джанет Йеллен, усилили давление на Евросоюз с тем, чтобы не затягивать с решением вопроса об аресте активов российского Центробанка для последующей передачи в той или иной форме Украине. Последний раз, если я не ошибаюсь, Йеллен сделала соответствующее заявление 27 февраля. Соединенные Штаты, их позиция стала более радикальной, настаивают реально на аресте или конфискации и считают, что это дело оправдано с точки зрения международного права, с точки зрения морального фактора и политического. В этой связи, то есть это не просто призыв, пожелание министра финансов США в адрес коллег в Евросоюзе, в Конгрессе, как я рассказывал, рассматривается вопрос о принятии, вернее, он уже в разработке находится, этот законопроект, который называется РЕПО, именно о аресте российских активов. Но надо помнить, что из вот этих активов, которых принято называть цифру в 300 миллиардов долларов, на самом деле, значит, она несколько близка, но не совсем 300 миллиардов. Там получается так, на территории Соединенных Штатов в их банках заморожено примерно 700 миллионов всего. А в Западной Европе заморожено 282 миллиарда долларов. Ну, то есть, если США примут закон РЕПО, то они смогут сами наложить арест всего-навсего на 700 миллионов. Но поскольку влияние в финансовом мире у США высоко, то считается, что этот законопроект может иметь чрезвычайно важное значение на окончательное решение этого вопроса в Евросоюзе. РЕПО, если вы помните, именно для того, чтобы как-то повлиять в положительную сторону на формулировки этого закона, мы и начали с вами голосование по петиции. Я планирую на этой неделе, может быть, максимум в начале следующей недели, передать эту петицию уже, у нас есть несколько инстанций, Конгресс это однозначно, именно туда, где разрабатывается этот законопроект, я вам потом проинформирую. Так что есть последние дни для этого, и призываю в своих собственных личных интересах граждан Украины, особенно тех, которые проживают на территории страны, кто еще не подписался, подпишитесь. И я, как обычно в последнее время, в начале этого выпуска выставлю соответствующие инструкции. Повторяю, на первый же, то есть нужно нажать на ссылку, которая будет помещена под этим выпуском, под этим видео, а потом прикреплена в качестве первого комментария. Нажимаете на ссылку, выходите на текст петиции, заполняете имя, фамилия, свой почтовый адрес, жмете красную кнопку, вас переводят на другую страницу, где там требуют сделать донат или распространить эту петицию, там вы ничего не делаете. Вообще, ваша миссия нажатия на кнопки закончена. Вот как только на первой странице вы нажали красную кнопку, все, вас переводят на вторую, закрывайте браузер, все. Вы исполнили свой гражданский долг в интересах самих себя. После этого вы ожидаете почты, сообщение по e-mail, которое должно прийти на ваш электронный адрес от организации Change, и там нажимаете на кнопку и подтверждаете, что вы действительно подписались, и все. Так вот, что в это время происходит у нас в Европе? В Европе наконец-то дошли до понимания, что нужно эти деньги передавать в той или иной форме Украине. Для этого им понадобилось, как видите, 2 полных года.
А в это время большая часть этих денег находилась в Бельгии, депозитарий, который называется Euroclear. И это типа акционерного общества, у которого есть акционеры, которые получают прибыль от тех операций, которые проводят. А он действует как банк или инвестиционный фонд, если хотите. И вот 2 года эти ребята, деньги же не лежат мертвым грузом, было бы глупо, они их пускают в оборот, дают кредиты банкам, там, скорее всего, в основном банкам, наверное. Банки, в свою очередь, пускают в оборот. За эти деньги получается прибыль, она возвращается обратно. Ну и вот в прошлом году вот этот Евроклир получил на этом деле около 4 миллиардов долларов прибыль. Не ахти какая сумма, но тем не менее, это было, они считали, что это их прибыль. То есть деньги, повторяю, деньги России заморожены в связи с агрессией России против Украины, а люди где-то там в Бельгии, в Европе вот, используют эти деньги для того, чтобы получить себе прибыль, которая распространялась потом между акционерами. Ну, я не знаю, как это называть, мягким словом не хочется, потому что это дело вопиющее, конечно, то, что они творили, а нехорошие слова употреблять тоже как-то так в видео на большую аудиторию, наверное, не стоит. Ну, теперь наконец-то они поняли. Почему они поняли? Потому что они пришли к выводу, что национальная безопасность Европы зависит от национальной безопасности Украины. И поэтому им нужно мобилизоваться и найти деньги, чтобы Украина могла победить. Победить в этой войне против агрессора. Особенно это стало актуально после того, как вот возникли такие проблемы с трампистами, у которых большинство в 2 голоса всего-навсего в Палате представителей. Вот что они творят. То есть они эти 2 преимущества, 2 голоса вот устроили такой балаган на весь мир. Сколько, как подсчитали эксперты европейские, сколько нужно для того, чтобы финансировать успешную войну, победную войну Украины против Мордора? Посчитали, что это надо примерно 100 миллиардов в год плюс 50 миллиардов на восстановление Украины. Тоже год, каждый год. И вот эти 100 миллиардов то же самое. Но, как я вам сказал, вот эти операции, которые проводил за предыдущие 2 года Евроклир, они принесли в прошлом году 4 миллиарда. Ну, 4 миллиарда они на земле не валяются, но это не 100 миллиардов. То есть сейчас ставится вопрос о том, уже решили вопрос, что все, ребята, надо заканчивать заниматься бизнесом с этими деньгами, надо их передавать Украине. Весь вопрос о том, как. Но я вам рассказывал, что американцы, в частности, выдающиеся американские, да вообще выдающийся юрист западного мира по фамилии Трайб, Лоренс Трайб, он написал на 184 страницах подробнейший трактат с точки зрения международного права, внутреннего американского права, все обосновал. То есть вопросов нет. Вернее, есть маленький вопрос с точки зрения международного права, и есть вопрос там целесообразности. Вопрос международного права. То есть, ну, пока вроде нету таких положений, где вот прямо было бы прописано, что можно вот так вот забирать деньги, арестовывать в ходе еще войны и отдавать кому-то там туда-сюда, там, даже жертве агрессии. Хотя были прецеденты, о которых я вам говорил. То есть чистой такой формулировки международного права нет. А это очень важно. Потому что говорят, ну смотрите, Америка кричит, что Запад двуличен. То есть, простите, это самое, Раша кричит, что Запад двуличен, и она кричит это для влияния на глобальный юг. И глобальный юг все более восприимчив к вот этому месседжу. А так получается, значит, Запад обвиняет Россию, что она совершила агрессию неправомерную, которая нарушает международное право, а теперь, когда заходит речь о том, чтобы арестовать ее деньги и отдать Украине, будут предприняты шаги, то есть будет нарушать международное право, когда их, значит, интересы, когда это в их интересах. Получается лицемерие, двуличие. Поэтому надо как-то это дело привести в порядок.
Это первый вопрос. Ну и думают, как это сделать. Вариант первый. Украина, как жертва агрессии, определяет свои претензии к агрессору на какую-то сумму и требует компенсации. Поскольку деньги не в Украине, а деньги находятся в Европе, Украина передает свое право требования компенсации туда же. Ну, там то ли Евросоюз это будет, то ли это будет конкретно Бельгия, бельгийское правительство, или еще более конкретно Евроклир, там дальше разберутся. Короче говоря, Украина передает в Европу право требования реституции или компенсации, и затем европейские власти вот из этих денег берут какую-то часть этих денег и передают Украине. Это вопрос, вариант первый. Ну, с одной стороны, это очень хороший вариант, потому что более-менее это быстро вопрос решается. С другой стороны, может быть, он не самый выгодный. Ну, во-первых, почему? Потому что, я бы сказал, там их 282 миллиарда, но часть уже в обороте, они уже работают. Короче говоря, наличными там сейчас 132 миллиарда. То ли евро, то ли долларов, точно сейчас не помню. Ну вот 132 миллиарда взять, передать Украине, ну и многие, наверное, догадываются, какая возникает тут же опасность. И если они исчезают, то больше денег нету. Все, конец. Поэтому надо как-то так сделать, чтобы и денег побольше было, и опасности о том, что они исчезнут, было поменьше. Поэтому второй вопрос. Второй вопрос. Это используют эти деньги для инвестиций в высокодоходные бумаги. Скажем, так, по 10% это считается высокие доходы, может быть больше. Какие-нибудь там казначейские билеты или ценные акции, ценные бумаги развивающихся стран, которые развиваются быстро и стабильно. Тут главное, важная тоже стабильность, чтобы это все там не пропало. Ну и предполагается, что таким образом можно это делать под 10% годовых. Ну и вот так вот, то есть заработали 10%, отдали, еще заработали, отдали, основной капитал, он продолжает лежать там, где он сейчас находится. И третий вариант – это использование этих денег в качестве залога для получения, для проведения операций, кредитных всевозможных операций, или, скажем, покупки, инвестиционных операций. Ну, скажем так, Украина выпускает ценные бумаги. И на эти деньги, значит, под какой-то процент. И под эти бумаги Украине дают эти деньги. Или затевается какой-то крупный инвестиционный проект, и там берется, ведь это даже не collateral, то есть нужно, чтобы лежало в банке, вот этом Euroclear, столько денег, сколько достаточно для обслуживания вот этого кредита, который будет взят. То есть можно брать гораздо больше, не 132, а можно брать гораздо больше. Главное, чтобы в банке было достаточно денег, чтобы платить там ежемесячные, делать ежемесячные платежи по поддержанию, значит, этого лона и так далее. То есть таким образом можно взять гораздо больше и обеспечить стабильное, так сказать, поступление капитала, который потом используется для поставки, значит, для передачи Украине в той или иной форме. Вот это тоже считается один из хороших вариантов. То есть сейчас битва идет о том, чтобы найти наиболее коммерческий вариант, приемлемый для того, чтобы заработать, вот как они поставили цель, 100 миллиардов в год, это на военные цели, и 50 – это на восстановление. И вот это то, что первое я назвал на военные цели, это изменение, которое произошло буквально за последние 2 недели. И если вы помните, когда я вам рассказывал про нашу петицию, одна из целей там была, чтобы деньги эти можно было не только на восстановление Украины, а прежде всего на победу, на нанесение, на то, чтобы изгнать врага со своей территории, то есть на оружие, на боеприпасы. Так вот, только на прошлой неделе
В этом смысле произошли революционные изменения после того, как Урсула фон дер Ляйен вот так она и сказала, что прежде чем восстанавливать, надо сделать так, чтобы Украина выиграла. Поэтому будем использовать эти деньги прежде всего на военные цели. В этой связи был образован уже в Бельгии, в рамках этого же Евроклир, по-моему, был образован отдельный счет, и теперь все деньги, которые так или иначе связаны с вот этими замороженными активами Центробанка, они теперь, все прибыли переводятся именно туда. То есть есть специальный счет под это. Принято решение о том, что эти деньги прежде всего пойдут на вооружение. Ну и ждут, теперь все ждут, когда в Соединенных Штатах будет проголосован закон по поводу репо. И если там будет черным по белому написано вот, арест и передача, и наиболее приемлемая форма передачи, это окажет огромное влияние на окончательное решение о том, как это все будет выглядеть. То есть, господа, мы вовремя, по большому счету, затеяли все это дело с петицией, и мы с вами вполне правильно сформулировали приоритеты. То есть то, что приоритетом должно быть прежде всего военная составляющая, оружие и боеприпасы, а потом восстановление, теперь оно уже отражено в позиции Евросоюза. Вот это весь бардак, который сейчас происходит в Соединенных Штатах, который генерирует Палата представителей в связи с тем, что у трампистов там всего 2 голоса большинства, она приводит к уникальным последствиям, к уникальным результатам. Вот, в частности, Financial Times опубликовала статью, согласно которой военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, который в связи с агрессией России против Украины, в связи с большой военной помощью, которую Соединенные Штаты уже сделали, в связи с тем, что, опустошив склады Пентагона, Пентагон, значит, должен и размещает заказы на предприятиях ВПК США с тем, чтобы возместить их, произвести новое оружие и так далее. Мы с вами говорили, это бум. И действительно он начался бум в военно-промышленном комплексе США. И теперь этот бум фактически пошел на смарку. То есть он теперь проваливается, если верить, а не верить нельзя, уважаемой газете Financial Times. Согласно данным газеты, за последний год, то есть сначала все было нормально, процветали предприятия Пентагона, подрядчики Пентагона в Америке. Но за последний год акции Lockheed Martin потеряли 10%. Это одна из основных компаний, которая выпускает ракеты, снаряды. Raytheon, то же самое, ракеты, снаряды, потеряла 9%, падение за год. Помните, я вам рассказывал парадокс штата Алабама, где крупнейшие предприятия Пентагона работают на поставку оружия в Украине, а в это время трамписты, значит, в том числе представляющие этот штат, и конгрессмены, и сенаторы, они кричат, что надо прекратить помощь Украине. Почему это делают? Потому что, говорит, ими управляет Трамп. Значит, вот результат их деятельности. Крупнейшие корпорации ВПК падают на 9-10% за последний год. В это время взлетают акции и растут доходы европейских корпораций ВПК. Так, например, Rheinmetall, германская, это танки «Леопард» и все такое прочее бронированное, взлетели на 78%. Итальянская компания «Леонардо» 91%. С чем это связано? Как говорит газета, это связано с бардаком, прежде всего, в Палате представителей, где МАГА, то есть трамписты, до сих пор не приняли закон на текущий об обороне, не утвердили расходы на военный бюджет на текущий финансовый год, который уже идет с 1 октября прошлого года. В этой ситуации, значит, они продлевают время от времени действия, но чего действия?
Они продлевают закон прошлого года, то есть все расходы сейчас Пентагона, они находятся на уровне прошлого года. А поскольку такая нестабильность, то Пентагон не размещает новые заказы. И ему уже нужно, они должны где-то к концу марта, по-моему, к 22 марту представить проект бюджета Пентагона на 25 год, а у них до сих пор нету бюджета на 24. То есть фактически действуют потолки цен 23 года. Вот таким образом, вот трамписты, МАГА, значит, Трамп наносит удар по военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов Америки. А вот на прошлой неделе, как указывается в статье, заместители министров армии, флота и ВВС США предупредили, что если Конгресс не примет законопроект о оборонных расходах, на текущий финансовый год, уже половина его прошла, то текущие усилия под модернизацией вооруженных сил пострадают. Вот подведем итог. То есть вот фанаты Трампа, они кричат, он же бизнесмен якобы, на самом деле он шоумен. Как бизнесмен он давно уже провалился и довел свою компанию до то ли 5, то ли 6 банкротств. Но тем не менее, значит, считаю, что, значит, он... Я даже у соседа это слышу. Сосед у меня, он коп, полицейский. Вот он говорит, он же бизнесмен, он придет, все, будет купаться в долларах. И вот теперь получается, значит, он еще не президент, он уже подрывает военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки, который является костяком, в общем-то, одной из движущих шестеренок всей американской экономики. Тем самым он подрывает обороноспособность США, модернизация страдает. Тем самым, значит, возникают проблемы, растущие с обороноспособностью всей Европы, потому что Америка является, в общем-то, ведущим, весомым поставщиком туда оружия. Проблемы Украины. Это все делается, ну, получается, все на благо Путина, все для него. И это происходит в условиях, когда у этих трампистов всего 2 человека преимущества в Палате представителей. То есть одной из 2 палат законодательного органа, законодательной ветви власти страны. А теперь представьте, что будет и может быть, если их станет большинство в исполнительной, законодательной, значит, наверху президентское. То есть это какой-то кошмар просто. Они кричат про Обаму, что Обама голубь и довел страну до черт знает чего. Но теперь они называют всех тех, кто выступает за увеличение бюджета на оборону, за скорейшее это, значит, действие в этом направлении, за оказание помощи Украине, они их называют всех ястребами. То есть теперь трамписты – это голуби. То есть это какой-то дурацкий, сумасшедший дом, по большому счету. И поэтому не зря говорят, что… То есть хаос – это партия хаоса. И, как говорят здесь аналитики, то есть партия МАГА – это партия Путина, по большому счету. Но в конце несколько позитивных новостей. Россия отказывается от танка «Армата» из-за его дороговизны. По этому поводу выступил Чемизов, сказал, шикарный танк, аналогов нету, все замечательно, на порядок лучше любого иностранного аналога, типа, ну не аналога, а соперника, лучше всяких там Абрасов и Леопардов, но дорого. А так бы показали бы Кузькину мать, но в условиях войны главное количество, как они поняли, а не качество. И ради качества, они сказали, мы будем выпускать Т-90. Это страшный танк, чрезвычайно эффективный. В этой связи я прочитал тут, как-то так одновременно у меня, получается, попал материал про российский танк Т-90. И заголовок звучит так: «Почему российский танк Т-90 так плохо показал себя в Украине?» За неделю, в течение которой было сбито 100 штук в различных вариантах Т-72, Т-80, Т-90. Они были уничтожены. По меньшей мере 30% построенных Т-90 уничтожены. А их Россия по-прежнему производит около 30 штук в месяц. В чем проблема этого чудо-танка, на который делается основа, теперь основной акцент? Его конструкция, которой уже 30 лет, лишена многих современных средств защиты. Композитная реактивная броня явно не так прочна, как у западных танков. И тот факт, что Брэдли уничтожали их Т-90,
огнем из пушки говорит о многом. Кроме того, невероятно медлительным, когда движется назад, это там 4,5 километра скорость его. А это плохо, он превращается типа в подсадную утку, стреляй не хочу. Давно предполагалось, пишется в этой статье, что его, этот Т-90, вытеснит Т-14 «Армата». Но это, внимание, механизированная трагедия на гусеницах так и не дошла даже до серийного производства. По иронии судьбы, Россия предпочитает количество качеству. Но Т-90 не является недостаточно доступным, то есть недостаточно дешевым, чтобы обеспечить, так сказать, нужное количество, недостаточно хорошим, чтобы быть, чтобы достигать преимущества в качестве. Век беспилотников, управляемой артиллерии, оказался особенно смертоносным для Т-90. Его неспособность противостоять практически любой противотанковой управляемой ракеты является его самым слабым местом. Вот такая, господа, ситуация. Ну и на десерт последнее сообщение, как-нибудь вам расскажу более подробно. Путин и Си Цзиньпин на грани полного разрыва. Китайский руководитель очень обиделся. Похоже, этот бледная моль надоел окончательно Китаю. И согласно источникам в средствах массовой информации США, китайский руководитель заявил российскому так называемому лидеру, что Китай не будет помогать России в обхождении западных санкций. Это было принято решение совсем недавно. Мы, кстати, обсуждали, то есть наметки или признаки вот такого развития событий, они уже как-то так или иначе проявлялись последние 2-3 недели. После того, как в декабре президент Байден подписал указ о вторичных санкциях против банков третьих стран, которые будут финансировать или помогать России обходить западные санкции. В этой связи 4 крупнейших банка Китая отказались обслуживать соответствующие российские предприятия, компании, которые были связаны с военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Ну и второе, то есть Китай не собирается помогать России обходить западные санкции, все, якобы точка. А второй, надоело вот это трясение ядерными причиндалами. То есть, ну, переиграл уже человек, переиграл. Потому что в последнее время чуть ли не то один этот самый, то бледная моль, то этот ядерный карлик, я имею в виду Медведев, все грозятся и грозятся, грозятся и грозятся. По этому поводу, ну, слава богу, дошло уже до западных военных политиков, по этому поводу кратко и ясно сказал Бен Ходжес, согласно которому ядерным оружием можно угрожать один раз, чтобы это воспринималось серьезно. Но когда эта угроза идет уже 1001 раз, это выглядит уже смешно и жалко. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.